Здравствуйте, меня зовут Дарья, и сегодня мы поговорим о результатах проекта «Русская серебристая 2021». Даже не то чтобы результатах проекта, а о выжеребке 2021, то есть о тех детях, которые родились у нас в этом году. И сейчас уже выжеребка у нас закончилась. Буквально несколько дней назад родился последний жеребенок этого года, и мы можем сделать какие-то выводы и что-то на эту тему сказать. Да. Спросите, кто это такая? А это как раз вот зовут ее Тишина, это кобылка, вот это уже кобылка нашего проекта, то есть лошадь, которая родилась именно в рамках проекта от двух родителей, которые родились в нашем хозяйстве специально для проекта и не были нами куплены, рожденными где-то еще от каких-то непонятных мам и пап. И вот я хочу сегодня немножко рассказать в принципе, о проекте, хотя я уже много рассказывала, но об этом еще не говорила, ответив на вопросы наших зрителей и читателей как раз о наших лошадях, кто такие, для чего, почему, кто там у них крови и так далее. Вот, ну вот, и вот эта малява, да, которая очень любит общаться, как раз такой, ну не то что промежуточный, а в общем-то результат нашей работы, потому что жеребята нашего проекта в первую очередь должны быть не только серебристыми, серебристо-вороными, то есть носителями гена Сильвер, но они должны быть с рождения человекоориентированными. И вот эта лошадь, которая, кстати, она родилась у нас 8 мая, а сегодня у нас 23, да, вот, она абсолютно с самого рождения человекоориентированная и с удовольствием общается, не боится, то есть разрешает себя везде трогать. Мы не проводили специальной адаптации жеребят относительно человека, то есть с самого рождения их не облапывали, общупывали, не приучали, она такая и есть. Сейчас у нас буквально пару дней назад родилась еще одна кобылка нашего проекта. Это вон та маленькая серенькая лошадка, мы ее еще не назвали, потому что что-то как-то к ней ничего не липнет. Маленький боть. Лошадь напала на оператора, да. Маленькую серенькую лошадку мы еще не назвали, потому что к ней что-то еще не липнет никакая кличка. Ну, дорогие друзья, вы нам уже, читатели мои в группы ВКонтакте, уже накидали столько вариантов кличек, но вот хочу, чтобы что-то прилипло. Так вот, сегодня я хочу познакомить вас с жеребятами, которые родились у нас в этом году, и о них немножко рассказать. И немножко рассказать об их родителях. С Тишиной мы с вами уже познакомились. Она с нами прям вот хочет знакомиться со всеми, да, и общаться. Вот такая девочка. Она от Тальянки. Тальянка – это дочь Яхонта. И Тайна, полуфрийская кобыла, в общем-то, родоначальница всех наших лошадей проекта, который у нас в проекте будет участвовать и участвует уже. А Яхонта мы покупали. Кстати, Тайну мы тоже покупали ее в аванпосте. Она дочь Тимати, фрийского жеребца, старотипного, высокого, прикольного. Но, к сожалению, он уже мерен, и мы не успели его получить как производителя. Вот. Но у нас оказалась его дочь. Тайна. И вот от Тайны родились несколько кобыл, которые у нас в проекте, как это назвать по-русски, являются производящим составом. Да. Вот. Дочь ее Тальянка. Это ее внучка Тишина от Яхонта. Нет, вру, я вас запутала. У нас Тальянка от Яхонта, Тальянка дочь Яхонта, а Тишина – это уже дочь Шамана. Шаман, сейчас мы к нему подойдем, он тоже имеет фрийские крови, он в этом году является производителем на всех наших кобылах.
потому что у нас стоит задача получить от него детей, посмотреть, насколько от разных лошадей он даст типичных детей или, наоборот, нетипичных. Шаман. У него тоже фриские крови, но на 1/8 это внук Тайны, сын Талисмана. Талисман – это не наш конь, он родился от Тайны этого аванпостея, мы тоже брали его производителем. Вот от него родился Шаман, от Шоколада и Талисмана, его зовут Темный Шаман. Вот, он гомозиготный по гену Сильвер, вы будете спрашивать, что это такое, то есть у него 2 зиготы гена Сильвер осветлителя, поэтому он по корпусу немножечко светлее, чем стандартный, ну, не то чтобы стандарт, обычно серебристо-вороны, потому что 2 осветлителя работают, и он дает только серебристых детей, может давать либо серебристо-вороных, либо серебристо-гнедых, в зависимости от того, есть ген агути у кобылы или нет. То есть носитель ли она гена агути, который делает вороную лошадь гнедой. Вот. И, собственно, в следующем году у нас все же ребята от Шамана будут носителями гена Сильвер. Насколько они будут экстерьерно и по характеру нам подходить, это мы узнаем уже в следующем году. Вот. Ну, с Шаманом мы познакомились, теперь пойдем смотреть на жеребят этого года. Вот здесь парочка валяется. Вот они. Привет. Гнедая кобыла – это дочь Лаванды. Лаванда – это Владимира советская кобыла от Вязьмы, советской тяжеловозной кобылы, и Владимирского жеребца Лексуса. Это ее Лаванды дочь от Яхонта. Она довольно крупная, я думаю, что она будет в мать, высокая, мать 186 ростом, это достаточно крупная кобыла, она у нас работает в учебной группе под начинающими учениками, учит крупных всадников ездить, это ее дочка. Ну, на ее дочку, вот на ласковую, мы ее назвали ласковая, на нее у нас как бы уже созрел покупатель, то есть приехали люди, увидели, она очень понравилась и говорят, а будете ли вы ее продавать? Я говорю, нет. Почему нет? Потому что кобыла очень клевая. Сейчас я ее обойду, потишу, тише, да лежи. Ладно, вскочили все. Очень клевая, ей сейчас месяц, и вы видите, насколько она крупная. Я думаю, что нам ничего не помешает оставить ее себе в работу, ну, а может быть и в проект в дальнейшем, несмотря на то, что она как раз-таки носитель гена агути, то есть она гнедая. Вот, но кобыла очень здоровская, очень человекоориентированная, очень классная, очень ручная, очень общительная, очень клевая. Да, вот такая девочка. Родилась она у нас в середине, что у тебя такое? В середине апреля, а сейчас середина мая, ну, конец мая, в принципе, ей месяц с маленьким-маленьким. Вот такая лошадь. Да, лошадь. Целоваться будем? Как хочешь. Тот, кто от нас убежал, пойдемте с ним познакомимся. Убежал от нас Ялик. Это сын Истории. История сейчас не очень хорошо выглядит, она после выжеребки похудела очень сильно. Вот История, которая повыше, пониже ее мать Жасмин. Жасмин в этом году детей не имеет, но она воспитывается своей дочкой вместе внука. История родилась у Жасмин от тарийского серебристо-вороного жеребца, и она довольно крупная. Ее сын Ялик от Яхонта, вот он. Жасмин, ты мне мешаешь, иди отсюда. Вот он, сейчас мы почешемся. Привет. Ему тоже... Стой, солнце, ты куда? Да, я попу почешу тебе. Стой. Вот, он довольно крупный, ему тоже 1,5 месяца. И его я хочу немножко дорастить. Он серебристо-вороной, так же, как и остальные жеребята наши. Стой, да классно, жопу почешем. Вот, серебристо-вороной, довольно крупный конь.
И мне хочется посмотреть, во что он вырастет. То есть на него тоже у нас сразу же есть желающий, но я сказала нет, нет, будем ждать. Будем ждать, что вырастет из этого коня. Он такой достаточно общительный, достаточно любопытный, но такой немножечко мальчик. А мальчики все такие немножко с сомнением. Девочки, они такие лезут общаться все, а мальчики такие говорят: ой, а чё это ты от меня хочешь? Вот, хочем мы чесаться. Да, у него на попе темное пятнышко такое, типа магометового пятна. Счастливая лошадь, да, как считают арабы. Вот, ялик. Ялик пока остается у нас и, собственно, растет. Мы будем смотреть до 2 лет примерно, что вырастет. Следующий конь тоже жеребчик от Вязьмы. Вязьма, вот эта кобыла крупная, она мать Лаванды и Златы, 2 наших больших кобыл, которые работают с учениками. Она вычесала всю гриву себе, вон ужас такой, бублик, я хотела лошадь постричь, она взяла, сама все вычесала. Вот, конь у нее родился в этом году, ему буквально пара недель, родился он у нас 2 недели назад, да, как раз. Он кажется рыжим, но на самом деле он серебристо-гнедой, зовут его Громовержец. От господаря, это в этом году единственный жеребенок от господаря, то есть от Дарика. Мы хотели посмотреть, что же родится от Дарика. Дарик Владимирская помесь, у него отец Владимирский жеребец, а мать у него помесная тяжелая кобыла, но сам он крупный, 170 с лишним ростом, Вязьма 183, вот, а жеребчик тоже достаточно большой, но мы посмотрим, как он вырастет, насколько вырастет, где ты, насколько он будет ярким. Серебристо-гнедые жеребята, да и, в принципе, лошади, они похожи на рыжих, но когда они будут расти, у них грива и хвост станут белыми, как у игреневых лошадей, то есть у рыжих со светленной гривой и хвостом, реснички беленькие, а ноги темные. И, в принципе, эти лошади довольно-таки нарядные. Вот. Ну, посмотрим, как он будет выглядеть. Вот этот конь как раз, скорее всего, у нас будет продаваться. Но, опять же, мы будем искать ему владельцев, тех, которым он будет интересен как личность, вот так скажем. Кто подошел ко мне сейчас? Это Тулья. Это дочь Тайны, как раз-таки той кобылы, о которой я говорила в самом начале, дочь Тайны и Яхонта. Да, тоже очень любвеобильная девочка, очень любит чесаться, целоваться, общаться. Это полная сестра Тальянки, матери Тишины, той, которая приходила к нам в самом начале. Вот, ну, то есть вот такая лошадь. Она остается в нашем проекте и будет в дальнейшем в производительном составе кобыл. Да, мальчишки балуются, да. Пойдем к мальчишкам. Ну, а мальчишки в своем репертуаре, да, немножко расскажу о этих же ребятах, которые здесь устроили маленькую потасовку. Да, это ялик, о котором я уже говорила, тот, который побольше и постарше, и яблочный шнапс. Мы его вначале решили назвать штруделем, но передумали. Штрудель ему не пошло имя, поэтому мы назвали его шнапс. Он такой некрупный конечек, будет от шустрой, полной сестры Шамана и Яхонта. Шаманам шуструю крыть нельзя, потому что они полные брат с сестрой. Вот, и поэтому шустрая у нас и в прошлом году была покрыта Яхонтом, и в этом году мы ее тоже покрыли Яхонтом. Вот, но в дальнейшем шустрая остается у нас в проекте, и она... точнее, мы ей будем искать жеребца. Я думаю, что фриского. Все-таки, да, об этом расскажу немножко попозже, потому что Шаман у нас будет производителем на кобылах таких разноцветных,
А фрисского жеребца мы уже будем покупать, в дальнейшем искать, подыскивать, да, на кобыл дочерей шамана. Так что, дорогие друзья, если у кого-то есть второтипный фрисский жеребец, то и вы хотите, чтобы он поучаствовал в нашем проекте, мало ли вдруг, да, и отметиться в истории, может быть, да, то предлагайте. Вот. Но на самом деле все-таки мы планируем в дальнейшем покупку производителя второго, поскольку все-таки свой жеребец, он гораздо удобнее, нежели брать у кого-то на случной период. Вот. Так вот, вот этот конь, Шнапс, который помельче, помладше, иди сюда, конь, давай иди сюда, общаться будем. Вот он, скорее всего, у нас тоже будет продаваться, но, наверное, тоже дорастим и посмотрим, что из него вырастет. Поскольку нам еще нужно будет сделать обязательно тесты на гомозиготность или гетерозиготность наших жеребят и узнать, кто же из них будет давать только серебристых детей, а кто будет давать 50 на 50. Да, кони, идите сюда, как хотят. Вот, ну, девочки, конечно, совершенно другого склада психики, постоянно лезут к оператору. Сейчас мы еще пойдем, найдем одну девчонку, вон она, та, которая у нас родилась самой последней в этом году, и которую мы еще не назвали, и хочу к ней тоже подойти, познакомить вас с нею. Пойдем с нами, дети, пойдемте. Дети, пойдем. Детский сад, ясельная группа. Дети, пойдем. Пойдем, дети. Пойдемте. Кони. Да. И ты иди тоже. Все пойдем. Пойдем. Пойдем со мной. Да. Да, ты со мной точно пойдешь. Пойдем. Пойдем. Да, вот так мы с самого детства учимся ходить за человеком. Но на самом деле это не то, что мы учим лошадей, а то, что мы селекционируем. Еще раз повторяю. Да, это человекоориентированность с самого рождения. Мы за лошадью, а лошадь от нас текает. Но на самом деле кобыла уводит жеребенка от излишнего внимания к нему, потому что жеребенок еще маленький, и нечего к ней приставать. Так, Злата, отстань. Мы не к тебе. Не-не-не-не-не. Мы не к тебе идем. Иди отсюда. Вот. Это кудрявая княжна. Тоже кобыла, рожденная у нас от наших лошадей. Как назвать ее, мы еще не решили. Она от кудрявой княжны. Ты мой сладкий, иди сюда. Да, я почешу. Это дочь Яхонта и Канады. Канада – дочь Тайны. То есть Тальянка и кудрявая княжна, они тетя и племянница. Вот. Кудрявую мы думали продать, но потом передумали, и, в принципе, мы молодцы. Все правильно, потому что кобыла хорошая, очень хорошая мать. Дочка ее такая в типе бабушек, дедушек и родителей. Иди сюда. Да. Тоже очень такая общительная, человекоориентированная малышка, непугливая совершенно, хотя ей всего пара дней. И в этом возрасте же ребята обычно очень такие, как сказать, находятся в поле матери, потому что мир враждебен, и у жеребят, убежала, и у жеребят в поведенческом коде записано от матери не отходить и ни с кем чужим не общаться, неважно, это люди или животные, чтобы те им не навредили. Вот. Но жеребята к человеку идут с удовольствием, и это хорошо. Как бы это очень большой плюс, потому что мы отбираем лошадей для работы с ними, ну то есть пары человекоориентированные, с хорошим поведением, с правильным, с тем, которое нам нужно. Ну и, соответственно, дети у них рождаются тоже такого плана. Вот. Немножко про
экстерьер меня спрашивают часто и говорят, вот у вас там лошади какие-то большие, какие-то кривые, какие-то непонятные. Все лошади, которые у нас в хозяйстве на данный момент есть, кроме вот этих двух малявок, вот этой, не знаю, как зовут, давай мы поцелуемся, и тишины, родившихся только-только в этом году, они как бы куплены нами, либо родились от купленных родителей, которые попали к нам случайно. То есть мы их не делали, мы их не производили, мы их не селекционировали, мы их подбирали для своей работы, смотря на качество потомства, что у них родилось. Почему? Потому что очень тяжело привить тот ген, который в породах отсутствует, в какие-то породы. Меня спрашивают, вот вы создаете породу. Я говорю, нет, породу я не создаю. Мы не создаем никакую породу, потому что породу создать в наших условиях невозможно. Первое, не хватит средств, это очень дорого. Во-вторых, не хватит жизни, потому что это очень долго. Можно создать породную группу, то есть взять за базу какую-то породу, что мы и делаем, кстати, и уже на ее основе сделать лошадей определенной масти либо определенного типа. Вот. Какую породу мы используем? Пока мы породу не используем, потому что мы сейчас производим ряд кобыл с определенной кровностью. Я не хочу говорить, какой, в каких процентах, потому что это не настолько важно сейчас. То есть определенная кровность у нас подразумевается. Мы родителей с этой кровностью, ну не то чтобы подбираем, а производим. Участвуют и другие лошади с другой кровностью, там, с орловской рысистой, вот яхонта, допустим, наполовину орловец, тарийские там какие-то крови есть, еще какие-то, я не знаю какие, потому что я не знаю, кто там дедушки-бабушки этих лошадей, но мне важно, чтобы тип лошади соответствовал нашему представлению о том, что мы хотим получить. Что мы хотим получить? Мы хотим получить лошадь верхового типа. То есть не говорите, что у вас битюги и тяжеловозы. Да, есть тяжеловозные лошади, которые работают у нас в учебных группах. Ну и дальше, и что, и хорошо. Вот. Лошадь верхового типа, но крупную, которая могла бы нести тяжелого всадника, и для этого корпус лошади должен быть несколько короче, чем у большинства представителей различных пород. То есть мы хотим, допустим, базу, как вот у рысистой лошади или у фрийской лошади, там, или еще у какой-то лошади, укоротить и сделать ее более короткой для того, чтобы более крупный, более тяжелый всадник мог ехать на лошади, не причиняя ей вреда. Далее, у лошади должны быть достаточно ярко выраженные движения, красивые, широкие, которые бы отвечали нашему как бы эстетическому вкусу. Вот нашему вкусу они бы отвечали. То есть лошадь бы не бежала на переду, где-то не семенила бы, а с размашистым, достаточно широким, красивым ритмичным ходом. Вот. Тоже для этого мы определенные породы используем. Далее. Лошадь не должна быть мелкой, лошадь должна быть достаточно гармоничной, то есть радовать глаз. Ну и, собственно, вот. Ну и характер, естественно. Лошадь должна быть человекоориентированная и хорошо, легко заезжаемой, не пугливой, не эмоциональной. То есть она должна быть с холодным таким темпераментом. Поэтому упряжные породы используем в селекции. Да, упряжные присутствуют, но не тяжеловозы. То есть, дорогие друзья, различайте. Тяжеловоз – это коротконогая, толстая лошадь, которая тягает грузы. И упряжная лошадь, такая как фрийские лошади, такие как рысаки, сели. То есть это
опять же, какие-то там, я не знаю, европейские лошади, те же тракены, ганновераны, они были упряжными лошадьми в свое время до того, как их стали селекционировать на спорт высоких достижений. То есть легкая упряжная лошадь не равно тяжеловоз. Не надо, пожалуйста, это все в кучу валить. Вот. Ну и третье, конечно, это долгий путь отбора и подбора. Потому что, допустим, вот в этом году из тех же ребят, что у нас родились, меня абсолютно устраивают 2 лошади. Но опять же, время покажет, как они будут расти, мы будем на них смотреть. Каждый год мы оставляем себе когда-то не одной, когда-то одну лошадь из того, что у нас родилось. Потому что остальные по каким-то причинам нам не очень подходят. И мы осуществляем отбор, то есть мы не кроем всех подряд кобыл, всеми подряд конями, чтобы получить, что попало, и это, что попало, между собой скрещивается, дорогие друзья, это бред. Вот этот бред нигде писать не надо и говорить не надо, потому что это неправда. Вот. А почему мы кроем остальных лошадей нашего хозяйства? А вдруг выстрелит что-то, и что-то нам понравится. Но хотя многие люди хотят нарядную лошадь определенного типа. Кому-то нужны маленькие, кому-то нужны побольше, кому-то нужны толстенькие, кому-то худенькие, кому-то высокенькие. Вот. Поэтому мы производим жеребят, безусловно, продаем их, и все жеребята находят руки, и находят довольно быстро, и своих владельцев, и это очень радует. И как бы у нас такого нет, что вот у нас не продались лошади, и мы не знаем, куда их деть. У нас пишут мне постоянно: если у вас лошади на продажу? Нету, дорогие друзья, у меня лошадей на продажу сейчас нету, потому что все продано, все проданы лошади. А маленькие, мы еще не знаем, продавать их будем или нет. Больших лошадей, крупных мы не, взрослых мы не продаем, потому что такие коровы нужны самому. Вот как-то так. Да, ответила на ряд вопросов сегодня, рассказала вам, дорогие друзья, о наших результатах выжребки этого года, о том, что нам принес этот первый год, в общем-то, проекта, потому что в этом году как раз мы получили первый результат нашей работы, 10-летней работы. Да, 10 лет мы шли к этим 2 малышкам. 10 лет – это очень немалое время. И не говорите, что вот вы взяли, кого попало, там, скрестили и так далее. Мы нашли родителей, мы от этих родителей получили детей, и уже от этих детей мы получили еще детей, которые вот начали вот теперь нашу работу, да. И уже относительно этих детей мы будем подбирать им мужа, да, теперь уже как бы, если это кобылки, то мы жеребца подбирать будем через 2 года, и уже начнем дальнейшую работу дальше. Вот как-то так. Ну что, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, ставьте лайки, также становитесь подписчиками наших 2 других каналов. Один с клипами о лошадках из нашего архива, а второй посвящен мифам и суевериям русского народа. Тоже моя вторая работа. Пока!